Здравствуйте, меня зовут Рубьянов Егор. Я из Кыргызстана, города Бишкек. Учусь в еврейской школе ЧГИШа. И я создал проект, который позволяет управлять техникой на расстоянии с помощью жестов и специального фонаря, абсолютно без рычагов и кнопок. Когда я создал свой проект и увидел, как он впервые работает, моя машина двигалась по взмаху моей руки, я подумал, что это словно магия, созданная мною. И также мой проект решает реальные проблемы на жилищных производствах. И сегодня я хочу вам рассказать, как он устроен и почему я им так горжусь. Сама идея моего проекта появилась в лагере, когда я обсуждал проблемы производства с своим преподавателем. Представьте, работник крана на производстве. Нажимает кнопки и рычаги, условия пылевого загрязнения при дожде. Во-первых, это неудобно, а во-вторых, это может быть опасно в некоторых ситуациях. А, допустим, на пищевых производствах, где любое соприкосновение с панелью управления может стать источником загрязнения, это также очень важно. Тогда я задумался, а что если управлять техникой без физического контакта, на расстоянии? Немножко подумав, я понял, что жесты – это идеальный вариант. И это было словно вдохновением для меня, для дальнейшей работы. После начал искать, как же мне сделать распознавание жестов. После поисков я нашел MediaPipe, нейросеть, которая анализирует поток видеокамеры и размечает на ней ключевые точки, то есть фаланги пальцев, кончики пальцев и другие. И изучив документацию, я приступил к работе. Я написал алгоритм на Python, который анализировал видеопоток с видеокамеры и классифицировал жесты на ноутбуке на основе их завидного расположения, точнее ключевых точек. И когда распознался мой первый жест, это было огромным успехом для меня и стало вдохновением для последующей работы. Но преуспев своей первой реализации на ноутбуке, я понял, что ноутбук сильно ограничивает возможности и решил перейти на более оптимальный и удобный вариант – на плату микрокомпьютера. После поисков я решил остановиться на Raspberry Pi 5, довольно мощный и компактный микрокомпьютер. Также задумался, что если добавить специальный фонарь, который будет управлять световые сигналы даже в темноте или через дым. Это открывало новые возможности для моего проекта. И, продумав идею, собрав комплектующие для Raspberry, периферию, я принялся за реализацию моей идеи. Работа с Raspberry Pi оказалась сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Установка операционной системы и программного обеспечения заняло больше времени, чем я думал. А особенно установка MediaPipe, ведь версия Python, которая была предустановлена в операционной системе, не сочеталась с версией, на которой работает MediaPipe. Но после некоторой работы все заработало, и жесты считывались прямо на самой плате. Теперь нужно было передавать сигналы на саму технику. Я остановился на радиосигналах. Они были удобны, безопасны и работали на расстоянии. Я переписал код, и сигналы передавались уже на пины Raspberry, а уже после через 9-канальный радиопередатчик на саму технику. Также, чтобы моя система была компактной и удобной, я решил разработать специальный корпус. Начал я с разработки 3D-модели графического редактора 3ds Max, и после того, как модель была готова, я отправил ее на печать. Когда распечатал ее, я доработал ее вручную, чтобы все детали сидели идеально. И когда я собрал свою модель уже в корпус, я был очень горд, ведь у меня уже была готовая модель, в которой все компоненты были как единое целое. Первый запуск системы был волнующим. Не все работало с первого раза, но после некоторых переработок кода все заработало. В данном случае я реализовал 9 жестов. 4, чтобы перемещать сам корпус крана по поверхности, 4, чтобы двигать сам кран, и 1, чтобы включать и выключать кран. Для условий плохой видимости я создал фонарь, который работает на RGB-диодах. Также, чтобы камера не засвечивалась, я добавил матовое стекло и слой полиэтилена для рассеивания света. И позже мой фонарь заработал в темноте, и я увидел, что моя задумка удалась. Я использовал специальную камеру для Raspberry Pi, которая позволяет менять настройки камеры, такие как экспозиция, выдержка, баланс белого и другие. Я создал алгоритм с двумя профилями видеокамеры, один для жестов, другой для фонаря. Настройка параметров камеры для световых сигналов была сложной, но результат его стоил. Система работала безупречно. Чтобы управлять техникой без проводов более удобно, я добавил Wi-Fi через специальный модуль. И после небольшой переработки кода сигнал начал передаваться уже по Wi-Fi. И это открывало довольно большие новые горизонты для моего проекта. Я решил создать тестовую машину с колесами Mecanam, которые позволяли двигаться в любом направлении. Также я добавил туда датчики расстояния, чтобы она не врезалась в препятствия. И после доработки кода и самой модели моя машина двигалась с помощью моих жестов и не врезалась в стенки и другие объекты. Финальные тесты показали, что все работает идеально. Все, и жесты, и фонарь, и радиосигнал, и Wi-Fi.
И я протестировал машину в различных условиях и различных расстояниях. И видеть, как моя машина решает реальные проблемы, было невероятно круто. Мой проект делает управление техникой проще и безопаснее. Я научился работать с нейросетями, моделировать, создавать проекты с нуля. Работа была сложной, но каждая ошибка вдохновляла меня работать дальше, двигаться дальше. Я хочу, чтобы мой проект вдохновил вас. Пробуйте, работайте, создавайте. STEM — это мир, в котором возможно все.